Ну, рептилии, там, Грей, вот эти вот, они принимают облик там, Старцев таких, да? да, да, и как бы обманывают души и подстрекают их, чтобы, ну вот, Чтобы он родился на земле, пришел на землю, и якобы, и они как бы, ее посадили под контракт, да? ну, что-то типа этого. Алиса, найди в информационном поле Земли Захара. Давай пообщаемся тогда с Захаром. Спроси у него, что происходит вообще с ним. Что за приступы происходят? Кто влияет на него? Говорит, мне плохо в этой реальности. Над его тонкой копией возвышается что-то темная фигура. И я видела еще, когда загрузка шла, видела такую картинку, что вот ночью костер, и около этого костра он и э, рептильная такая, знаешь, как крокодил прямоходящий. Мгм. Ну и что значит ему плохо в этой реальности? Это было его желание воплотиться на Земле? Говорит, не совсем. Не совсем. А чье это было изъявление? Чье это желание было ему родиться на Земле? Ну вот я вижу картинку, что то есть вот принимают ну, рептилии, там, Грей, вот эти вот, они принимают облик там, Старцев таких, да? да, да, и как бы обманывают души и подстрекают их, чтобы, ну вот, Чтобы он родился на Земле, пришел на Землю, и якобы, и они как бы, ее посадили под контракт, да? ну что-то типа этого. Ага, хорошо. Тонкая копия, он, скажи, что пришли мы помочь, мы хотим помочь сегодня, избавить его от этих контрактов, от этих всех этих представителей темных космических цивилизаций, представителей нижних темных цивилизаций. Он готов с ним поработать сегодня? То есть у него был подписан контракт или контракты перед тем, как он собирался воплотить на Земле. Я так понимаю. Ну его сюда послали, но обманули как бы. Ага. А спроси у Том Копи, как он связан со своей мамой Натальей? А она ему дана для чего? Ну, чтобы оберегала его или что? Какая связь у них между ними? Он говорит, контрактная. Мгм. Контрактный. Но у него только контракт или контракты только были подписаны перед воплощением, или у него еще какие-то есть контракты, которые были еще заранее в других воплощениях были подписаны. У него контракты, которые были подписаны в других воплощениях. А можем пойти по ленте времени в тот момент, когда был подписан контракт или контракты? Ларис, можем переместиться в этот момент? Пойти в тот момент, когда он собирался воплотиться на Земле, и когда ему подсунули контракт, и посмотреть, что написано в этом контракте, что они ему обещали. Ну, да, они ему очень много рассказывали, показывали, там втирали что-то, что он такой вот белый, пушистый будет, придет сюда, будет изменять тут ситуацию, как бы, Мгм, ну, белый, такой вот белая энергетика там, ну, как они мгм, рассказывают, да. мгм, Хорошо. Давай посмотрим эти контракты, давай увеличим эти контракты, сделаем их большими,
и чтобы можно было эти контракты прочитать. И даю тебе такую мощную вычислительную лупу, и чтобы ты могла посмотреть, что в этих контрактах написано. Вот. Нам нужно посмотреть, что в них написано и почему у него приступы. Связаны ли эти контракты с приступами с его? Ну, я Давай. по мыслеформе, я так читать не могу. То Мгм, есть по мыслеформе идет, что значит, он обязуется давать свой потенциал. Ну, то есть они это представили как на благо вот планеты, там, людей, там. мгм, То есть как в помощь он сюда посылается. То есть, ну, это обман вот такой. Чтобы мгм. его как бы Заманить его? Ну да, да. Мгм, заманили его. Откуда он пришел? Андромеда идет сразу. Планета Андромеда. Нет, Хорошо. это не планета, это Созвездие галактика. Андромеда. Да. Галактика, галактика. Мгм. А кто он в своей галактике Андромеда? Кто он вообще? Какая душа он? С какой миссией он собирался лететь на планету Земля? Ну, он там как... ну, я вижу как старца такого вот, ну, типа жреца. Что-то так. То есть не просто вот какая-то молодая душа, а вот типа настоятеля какого-то. Мгм, древняя душа, получается. То есть мудрая древняя душа, и он летел на планету, чтобы помочь Земле помогать. А его обманули перед воплощением. Ясно. Ну, я не знаю, вот момент, я бы так это не говорила. То есть то есть такой последовательности у меня нет, чтобы вот Мгм, так вот сказать. То есть я не знаю, когда он сюда прилетел, когда он попал в колесо сансары тут на Земле, мгм, э, как его вот именно захватили, я вот не знаю, пока вот этого нет картинки этой. мгм. Спроси у Том Копи, кто влияет на него, что у него приступы постоянно на физическом теле происходят. И сейчас он оказался в психической в психобольнице. Вот это то, что над ним черное стоит, то, что я сразу увидела на тонкой Мгм, копии. мгм, Чернота. Она возвышается вот над его телом, то есть это что-то такое гораздо более высокое. очень Ну, мощная. где-то, ну, на полметра, может быть, выше, чем его рост. Мгм. А как она влияет, на какие органы, как она влияет на него, каким образом, какими методами, что она делает конкретно? Третирует прям типа пыток, вот, знаешь, как вот так вот трясет его как-то. Что у него память полностью отключается, он ничего не помнит, никого не помнит. То есть идет сильное влияние от этой сущности Да. на него, что у него память полностью отключена, и он ничего не помнит, и у него кто влияет на его память? Кто влияет на память, что у него отключается полностью память? А там целая цивилизация, там не одна сущность. Это стоит как толпа такая, очень большая толпа. Мгм. Это дружественные или темные космические? Как дружественные могут такое делать? Ну да. Ну что я предлагаю тогда, значит, начать работать сейчас с его тонкой копией, уже отсоединять этих всех. Наташа, у тебя какие-то вопросы есть? Нет. Ну что, все мы выяснили, в принципе, да? Или еще какие-то вопросы есть? Или можем еще куда-то пойти по ленте времени? Ларис, а давай пойдем по ленте времени в тот момент, когда вот эта вот цивилизация темных, которая вот подсоединилась, когда она подсоединилась к нему, когда, как это произошло. Давай пойдем по ленте времени, посмотрим. Мне идет, что вот 8 лет, когда ему было, как Наташа вчера рассказывала. Ага, они тогда подсоединились к нему, да? Ага, хорошо. Ну что, давай тогда, Ларис,
Захара. Разложи его по фантомам на фантомы и посмотрим, в каком состоянии его фантомы. Затемненность, светлость, повреждения, Да, затемненность, особенно верхних крайних. верхние чакры, да? Мгм. Так, ну что, давай тогда, значит, разложим тогда фантомы на частоты и начнем тогда сейчас сканировать, смотреть его полностью. Будем всех сейчас выводить. Хорошо? Давай, тогда первый просканируй частоту представителей нижних темных миров. Пошел импульс по этой частоте. Выходят все зашифрованные, закодированные, видимые, невидимые, скрытые, не скрытые, прозрачные интерференты на этой частоте. Раз, два, три. А также выходят интерференты Так, кто-то вышел, такая грузная фигура с рогами. с рогами. Давай, снимаем все маски, голограммы, иллюзии, наложения, зеркала, зашифрованность, закодированность, прозрачность этого интерферента. И он представит перед тобой в истинном оригинальном виде, исходя из информации его ДНК и информационного кода. Демон. Демон. Посмотри, какая у него цифра над ним загорается, какой уровень его. 7, ну там непонятно, может быть и 700. 700 может быть. Хорошо. Так, а еще кто-нибудь вышел? Сейчас выходят все те, кто знал, что начнется сеанс, и заранее вышли из биополя Захара, и они обратно возвращаются в биополе Захара. И ты видишь четко и ясно. Эфис. Раз, два, три. Там более мелкие, там черти, Черти. там порядком их. Это черти демона? Ну, я не знаю, они связаны или нет, но их там до десятка может быть. До десятка? Да. Угу, понятно. А сейчас протягивается канат от демона и от этих чертей. И эти канаты втягивают в биополе всех тех, кто связан и работает вместе с демонами, с этими чертями. Раз, два, три. Втягивают всех в биополе. Ну, там уже космические идут, они как бы связаны, они вместе, что ли, работают. Угу. Создаем огромную воскубационную сферу 100 миллионов герц. И Ларис туда их всех. В сферу. А еще кто-нибудь вышел там? Ну, только те, кто вот сказала. Вот этих больше нет никого. Хорошо. Тогда давай отсоединяемся от этой частоты. И сейчас просканируй частоту бесплотных неупокоенных душ. Пошел импульс по этой частоте. Раз, два, три. В голове пошла реакция. Угу. Сейчас выходит, кто там влияет на твою голову. Раз, два, три. Летает кто-то вокруг здесь. Так, давай, значит, стоп, останавливаем его, и он замерзает. Останавливается его летание, он опускается, и он стоит перед тобой. Так, кто ты? Что ты? Что ты здесь делаешь в биополе? Неупокоенный? Белесый он такой? Да, он белесый, но вот похоже на то, что это ребенок. То есть может такое быть? Ребенок? Интересно. Ну да, то есть не взрослый. Ага. Так. А как попал сюда этот ребенок? Давай с ним пообщаемся. Как он связан с Захаром, этот ребенок? Ну, вот идет такое, что какая-то катастрофа, типа автокатастрофа была. По- Автокатастрофа, и Погиб. он погиб, и он попал в биополе Захара. Да, но он не просто, то есть это кто-то, видимо, в сфере общения был, и они же не просто залетают, это надо на эмоциях только Мгм. э, возможно такое. То есть когда человек плачет, там горюет. То есть, Наташа, что-то было такое, нет?
за вот годы жизни сына твоего, когда кто-то умирал, ну, в детском там возрасте, например, и он горевал? Нет, такого не было. Был случай такой у нас тут совсем рядом. Мальчик лет 13. У нас здесь гаражи возле дома совсем рядом. И как бы наш гараж стоит. Захару было тогда лет 10. В общем, мальчик 13 лет, то он пропал. Что? Искали его. Мальчик Пропал? пропал, этот 13 Ага. лет, да. И его искали очень долго. Это было осенью уже, где-то вот, наверное, вот в это время. В общем, он пропал, его искали, и тут как бы все, и так его и не нашли. А потом уже весной вот мальчишки бегали там возле гаражей, и Захар там, и там жгли траву. И, в общем, Захар его нашел, наткнулся на него, на этого мальчика. Когда там был пожар, короче, у него горели ноги. Ну, то есть он нашел этого мальчика, он первый его увидел. Ну, я у него спрашивала, как он, что он чувствовал, как он, ну, он как бы особо так-то как-то и не испугался, и ничего такого на Но него впечатления особо не произвело это. Но ты понимаешь, что это он может такое сказать, а для ребенка увидеть труп — это очень большая травма. Я просто по себе Да, знаю. я вот этого и боялась, но как бы вот, ну, он как-то, не знаю, может быть, в себе, ну, по крайней мере, ничего такого он ну, как бы эмоционально он-то никак не отреагировал. И еще такое есть, ну, это как бы не обязательно, что может вот к данному случаю относиться, но не исключено. Вот, например, на войне я тебе скажу для примеру. Допустим, один человек убивает другого человека, да? И вот душа вот того, кто был убит, она вселяется в того, кто убил, в убийцу. Мгм. И у этого человека начинается эпилепсия начинается. А давай, ну, у Захара уже была эпилепсия на тот момент. Я понимаю, да. А давайте посмотрим эту ситуацию. Как ты думаешь, Лариса? Перемещаемся в этот момент, когда Захар увидел ребенка мертвого, обожженного в этот момент, и что произошло в этот момент с Захаром. Перемещаемся. Раз, два, три. А также, Ларис, я тебе включаю энергетическое зрение. Ты видишь все в цветах. Вокруг Захара. Посмотри, кто там находится возле Захара и возле этого обожженного мальчика. Все в цветах. Ты Да, то видишь. есть у него первоначальный такой шок был, да. Он, конечно, старался, ну, держать себя в руках, но шок все равно был. И вот чернота в него зашла из этого мальчика, в Захара зашла чернота. А можешь описать картинку, что ты видишь? Ну, вообще вот, как это все происходит. Ну, как бы вот, что вот он. Ну, получается так, что там тропинка такая, он решил пройти напрямую, и как раз вот он там, этот мальчик, как он эту картинку увидел? Ну, вот я же говорю, у него шок был, по телу прошел шок. То есть вот это было импульсом таким кратковременным, но тем не менее это было. А на этом импульсе зашло вот эта вот чернота. И, по-моему, там сущность. И я так понимаю, что сущность от этого мальчика перешла к Захару, внутрь вошла. Что у Захара был испуг. Он такого никогда не Да, да, видел. да, да, Мертвое тело и промолвный испуг. И на этом испуге к нему зашли в его биополе. да. Вот что произошло. Просто я сразу-то как бы... Я сейчас эту картинку увидел.
гараж, обожженное тело, и он так раз испугался, к нему зашло это все. А этот мальчик неупокоенный, который у тебя там находится, спроси у него, эта история правильная история, то, что мы сейчас рассказывали? Это он был? Или это неправильная история? Но от него общение не исходит. Но А как этот мальчик погиб? Что с ним произошло? Почему он вот так вот, что с ним случилось? Можно посмотреть? Там сексуальное насилие было. А потом его подожгли. Ну, убили и подожгли. скажи мне, а в вашем районе, где ты живешь, и есть насильники, которые любят как бы с детьми иметь как бы сексуальные отношения? Есть у вас в вашем районе? Нет, такого не слышала. Такого ты не слышала? Мгм. Мгм. Так, ну что, есть какие-то еще вопросы к мальчику? Надо его просто вверх посылать и все. Да, ну тогда прямо сейчас мы его отправим вверх. Мгм, мальчик ушел уже, да? Все? Хорошо. Ну все тогда, значит, отсоединяемся от этой частоты. Там уж никого нету. Раз, два, три. И сейчас давай тогда, значит, просканируем частоту всех магических ударов, всех магических воздействий, всех негативных мыслеформ, запрограммированных в негативные магические программы, программы на подчинение воли, сознания, подсознания. Сканируется астральная магия, космическая магия, планетарная магия, церковная магия, магия Вуду, руническая магия, кладбищенская магия, работа через наговоры, заговоры, шепотки, проявляются все виды магии. Пошел импульс по этой частоте, по частоте магической авторизации. Усиливается мощность. Раз, два, три. Ну, вроде как чисто. Ничего. Чисто? Ничего нету? Хорошо. Тогда отсоединяемся от этой частоты. А теперь просканирую частоту всех чипов, имплантов, конвертеров энергии любого типа и любого назначения от темных космических цивилизаций на уровне ДНК, на уровне клетки, на уровне энергии. Пошел импульс по всем космическим авторизациям. Вибрируют все чипы, импланты, все конвертеры энергии в биополе, на фантомах, на физическом теле Захара. Пошла Ну, там вибрация. в голове практически, ну вот, по размеру головы, там или один это чип, или много маленьких, но они занимают всю голову внутри. И это идет к рептилиям. Рептилоиды. А где та цивилизация, которая там, помнишь, ты говорил, там целая цивилизация. Где они там? Они там вышли? Я в сферу поместила. Ага, в сферу их уже, отлично. Хорошо. Так, идет команда. Выходят все ответственные за эти чипы, импланты, конвертеры, за эти провода, компьютеры, за все влияние на биополе Захара. Раз, два, три. Ну, смотри, там вот чипы вот эти вот, они шли к одному рептилоиду, но он как бы представителем был, а за ним вся их цивилизация, то есть там толпы и толпы и толпы. Ага, хорошо. Ларис, помещай их всех в сферу высоковибрационную. А сейчас проявляются все ответственные за чужеродные элементы в клетке ДНК Захара. Раз, два, три. Там стирание памяти, я не вижу чужеродных элементов. Выходит ответственный за стирание памяти. Кто стирал память? Раз, два, три. Драка. Драконянец. Так, сейчас выходят зашифрованные, закодированные, скрытые, нескрытые, прозрачные. Кто прячется также, значит, в черном цвете интерференты. Раз, два, три. Вот та вижу. В сферу помещаю его. И еще кто-нибудь вышел?
Я вижу гуманоида. Гуманоид. Кто еще? Пока все. Там где-то Грей прячется. Так, Грей, выходим, давайте. Мы все уже обнаружили. Выходит Грей. Раз, два, три. Выходят. Один вышел. Мгм. Я их прям чувствую, эти Грей, что они там где-то есть. Без них никак. Они как часть семьи огромной, космической. Уже в сфере. Ага. Больше никого нет, да? Ну, там еще там целые цивилизации, там толпы большие. Такое огромное количество. Ну что, в сферах сможем их поместить, Ларис? Сейчас, да. Да, делаем сферу еще больше, такую большую, чтобы они все туда поместились. Раз, два, три. Помещаем их всех туда. Мгм, есть. Отлично. Ну что, Ларис, тогда пойдем дальше. Просканируем. Отсоединяйся от этой частоты. И теперь просканируй частоту всех астральных паразитирующих сущностей без интеллекта в виде лярв и других астральных паразитов. Пошла вибрация по всем лярвам на фантоме Захара. Усиливается мощность, усиливается сигнал на этой частоте. Потом, видимо, на голове, потому что у меня пришел такой импульс в голову. Угу. Так, давай, выходит. Проявляются лярвы. Кто там влияет на твою голову? Выходит он. Раз, два, три. Потому что лярва без ответственности. Там есть желающие, я знаю, в сфере сети, кто хочет эту лярву получить сегодня. Кто хочет получить лярву, поднимите свою руку или лапу. И желающие. Вроде как спрут. Спрут? Спрут, мы тебе можем отдать лярву только в единственном условии, если ты нам скажешь, кто еще находится в биополе Захара. Единственное условие сегодня. Скажешь, мы тебя отдадим. Не скажешь, значит не получишь лярву сегодня. Но он как бы смотрит, сканирует, но никого нету. А пусть он просканирует по всем частотам. По всем частотам, которые мы не видим, которые мы не можем просканировать. Пусть он просканирует по каким-то своим там частотам. Какой-то открывается инфракрасный диапазон. Так. Угу. Там я вижу какие-то частички, они как мошки, мошки, как это сказать, Угу. а, как световые какие-то частицы, такие мелкие-мелкие. Так. Угу. Что это за частички? Что это за такие? Что это за кто ответственны за эти частички? Кому они принадлежат? От них протягиваются канаты к их хозяевам от этих частичек. И проявляются хозяева, ответственные за этих маленьких частички. А эти частички, они, Лариса, это живой, это какой-то, ну, материал, или это Не обязательно это может как AI быть, какие-то, искусственный может быть, интеллект. да вот я это веду, это искусственный или это живой интеллект? Это не живое, это что-то, какая-то конструкция. Ага. Выходят ответственные за эти конструкции, за эти частички. Раз, два, три. Какой-то такой большой человек в скафандре, пусть снимутся маски и голограммы. Снимаются все маски, голограммы, иллюзии наложения, зеркальность. Снимается его зашифрованность, закодированность, прозрачность, видимость, невидимость. И этот фантом представляет в истинном, оригинальном виде сходит информация его ДНК и информационного кода. Рептилия. Рептилия. Посмотри, как влияют вот эти вот маленькие частички на Захара. Ты видишь четко и ясно. Раз, два, три. Они как что-то отключают внутри него. И сбор потенциала. И в него заходит черная, как дымка черная. Спроси у этой рептилии, это он влияет на Захара, что у Захара происходят приступы постоянные? Это и вот эти вот частички влияют постоянно на него? Рептилия говорит, что мы действуем многопланово.
Многопланово. А как давно он подсоединился? Как они давно были подсоединены к Сахару? Когда ему 2 годика было. Ага, очень давно. Ну, Ларис, тогда помещай в сферу высокооперационную эту рептилию. Вот эти вот инфракрасные штучки, не, я имею в виду вот эти вот штучки, которые принадлежат рептилии. Ты сможешь их тоже поместить в сферу? Да? Хорошо. Спрут еще может просканировать? Пусть он просканирует еще раз, может быть, другими способами, какие он еще знает, которые мы не знаем. Больше ничего не показывает. Больше ничего, да? Лампочка не говорит, зеленая или красная? Ну, понимаешь, тут вопрос не был То есть, опять же, я смотрю, что он сканирует и ничего не видит, там больше Угу. нету ничего. Ну, ясно, хорошо, хорошо. Кто ответственен за эпилепсию у Захара? Выходит ответственный. Ну, зараза крокодилья морда, вот это вот одного из рептилий. Угу. Как он влияет на Захара, что у него постоянно эпилепсия происходит? Он трясет его, берет, как за грудки вот так, знаешь, берут. Угу, И вот так угу, трясет прям вот так вот. угу, ясно, это да. Хорошо, тогда отдаем лярвы спруту, да, Ларис? Хорошо, спрут, иди забирай лярвы свои. Да, просто рассматривала, там какая-то сущность летает вокруг него. Да, ага, так, Она как с крыльями такая, знаешь, так. достаточно черная, ну метра полтора размах крыльев. Что за сущность? Не Останавливается знаю. сущность, она замораживается, останавливается. Раз, два, три. Замораживается. Она сама как черная, такое тело, как бы такое, а потом крылья, а внутри еще что-то белое такое у нее. Ага. Снимаются все маски, голограммы, иллюзии наложения, зашифрованность, закодированность, прозрачность, видимость, невидимость этого фантома. И он после этого выяснит на оригинальном виде, исходя из информации его ДНК и информационного кода. Похоже на птеродактиля. Вау. А как он связан? Как он связан с Захаром? Как он имеет отношение к Захару? На мозг как-то влияет. На мозг влияет. Хорошо, Ларис, помещай его в высоковибрационную сферу. Нет там больше никого? Пока нет. Ну что, тогда будем делать обмен энергиями. Том, какой готова отдавать чужую энергию обратно интерферентам? У него больше гораздо вот белого света, чем обычно. Вот я не вижу, когда не видела, чтобы столько вот было прямо света. Обычно как-то золото вот наполняет человека, а тут очень много белого света идет. Что это значит? Не знаю, светлый, наверное, очень светлая душа. Или потенциал большой, или что-то. Да. Можно как-то узнать, что это значит? Это как-то на него влияет? Что это защита его или что? Как понять, как этот свет ему помогает или как он на него влияет? Что это Но, потенциал но какой-то он или не то, что? что помогает или влияет, это то, что он чем является. Мгм. Ну, это понятно. Ну, ты говоришь, вот как бы есть какое-то различие. Ну, Золотое, светлое. да, ну просто я обычно вижу, когда золото заходит. Мгм. То есть я никогда не видела, что вот столько белого света в человека заходило. М. Значит, какой-то он особенный. То Ну Какой... да, есть я у него забрали этот свет, и он сейчас назад забирает эту энергию, да, да? да, 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 да. Мгм. То есть, видишь, Наташ, он с Андромеды, он там каким-то там, он какая-то древняя, мощная душа, он старцем же какой-то был, да, то есть он какой-то мощный очень. И для Земли он имеет какое-то значение. Если у него столько света, что, видишь, даже такого никогда не было. Ну, нам даже не совсем это понятно, знаешь.
Вот. Я первый раз с таким сталкиваюсь лично, чтобы столько света шло. Знаешь, похоже, что там было очень много действительно имплантов, чипов всяких. И они как бы во всех частях тела были, вообще везде. Голова вся была вот как в агрегате в этом. То есть агрегат с размером с голову, который внутри головы был. И у него, знаешь, как будто все внутренности вот так вот, они выняли Угу, их, вынули. То есть вот угу, настолько, то есть все было вообще пронизано. угу. Ну, ты что слышишь, да? Да-да-да. Угу. Визуально как бы э, тонкая копия повзрослела, то есть он как молодой мужчина такой же выглядит. Тут интересно. Угу, интересно, так. Наташа, ему сейчас сколько? 20? 21? 22. 22 уже. Сейчас проявляются все чужеродные элементы, которые ответственны за эпилепсию, за эпилептическое воздействие на тонкую копию Захара. Раз, два, три. Я в нем вижу какой-то какие-то как такие, то ли нити, то ли как, знаешь, как такой-то этот идет с ног вот прямо и по вдоль тела вверх вот так вот черные какие-то такие, как fibers, как какая-то цивилизация зеленая, бело-зеленая такая. Снимаются все маски, голограммы, иллюзия наложения этих фантомов. Они перед тобой высветлены оригинально, исходя из информации их ДНК и Рептилии. рептилии опять. Ты поместила в сферу. Да, да, в отдельную Хорошо. сферу. И вот эта черная черноту, вот эту тоже. А можем глянуть, как она влияет на Захара, вот эта вот чернота? Как она воздействует? Она создает какое-то чувство безысходности. Он видит другие, вот он видит что-то, то есть это как создают ему какие-то. Либо он видит другие планы, либо они ему показывают как мультики какие-то. Из-за этого ты же мне, по-моему, Наташа говорила, что у него как шизофрения, да? Что он что-то Насчет там видит. шизофрении. Да, у Нет? него галлюцинации. Галлюцинации, вот, да. То есть он что-то видит, то есть ему либо это как проецирует что-то, какие-то вот, типа, то, что он видит, это не просто он сам видит, а ему проецирует это через вот это вот девайс этот. М, Это устройство. Лариса иногда будет говорить по-английски, я буду по-русски, потому что бывает сложно ей сказать по-русски, и она по-английски произносит. Я Наташа буду переводить, потому что Наташа как бы английский не знает. Я не знаю, как там в России разговаривать на английском языке. Я имею в виду, использую слова английского языка. Я не знаю, какие, но мы будем, чтобы было понятно для Наташи. Хорошо, Наташа? Да-да. Мгм. Да. Хорошо, Ларис, давай тогда дальше будем смотреть тогда, да, его. Я у него вижу на ступнях черные такие, как калоши или ботинки, они такие низкие, ну то есть не как ботинки высокие, а вот типа таких, как галоши такие черные, достаточно плотные, то есть толстые такие. Галоши. Так, выходит ответственный за эти галоши. Раз, два, три. Раз. Кто там ответственный? Козлика вижу белого какого-то. Так, снимаются все маски, голограммы, иллюзии, наложения, зашифрованная, закодированная зеркальность, прозрачность, видимость, невидимость этого козлика. Это козлик, Это стало как больше кто как там? демонический какой-то с рогами. Демон, кто он? Черный Черт, который, да. черт, демон, бес, кто такой там? Я говорю, ты черт, демон или бес? Он говорит, бес. Бес? О, окей. Сколько душ у него этого беса? 56. 56? 6-6. 66? Какое название он себе придумал? Интересную цифру. 66. Надо же. Еще не, скажи, еще не хватает одной шестерки. Вообще бы А зачем он эти ботинки поставил на тонкую копию Захара? Говорит, чтобы в грязь вляпываться каждый раз. Угу, грязь ляпаться.
А вот мы сейчас возьмем эти ботинки на тебя оденем. Снимаются ботинки с Захара и одеваются на этого беса. Раз, два, три. Оделись они на беса? Да? А еще цепями эти сейчас ботинки привяжем к этому бесу. Цепи, образовываются цепи с замками, и они привязываются крепко-крепко к бесу. Раз, два, три. Ну как ему? Нормально? Но не очень комфортно, он скованным себя чувствует. Угу. И ключи от этих замков потеряны. Все, они исчезли. И как снять, никто не знает. Я его в сферу поместила. Да. Дальше смотрим. Он в правой руке, вот в кисти, что-то держит какую-то черную тряпочку такую небольшую, как обрывок какой-то черной материи. Угу. А спроси у Тонкопа, что это за материя, что ты держишь в руке у себя? Зачем он тебе нужен? Кто тебе ее дал? Темные силы ему это дали, чтобы, как знаешь, как заикарить его, и сказать, что он на их стороне играет сейчас. Угу. Выходит ответственный за эту тряпочку. Раз, два, три. Кто ему дал, выходит ответственный. Да, он там какая-то цивилизация, они такие bald, как лысые. Лысый. Угу. Ну, то есть он светлый, да, такой весь. А они хотят его переманить на свою сторону, как бы, и типа, вот ты же как бы ты же наш игрок, да, за нашу команду Угу. играешь. Значит, Тонкопе Захара отдай эту тряпочку обратно их хозяевам. Она тебе не нужна. Тряпочка обратно переходит к их хозяевам. Причем она слетела с его руки, и вот она таким шарфом, как бы потом уже, то есть она сначала маленькая была, а потом, когда она к ним полетела, она таким большим шарфом стала, и всех их заглотки вместе вот так вот, как бы, ну, петлей такой, да, Ага. оделась. И она затягивает сильно-сильно эту петлю. Да, затянула. Ну, как он там? Приятно? Да, не очень. Сейчас я их в сферу помещу. Хорошо, серых всех. У нас даже у него улыбка появилась на тонкой копии на лице. Отлично. Какой-то вижу глаз. Он у него, вот знаешь, если смотреть, вот тонкая копия, она в таком, ну, пузыре, да, то есть это его аура, как бы. Угу. Вот. А сразу вот outside of that bubble, то есть, как это сказать? Снаружи, да. Снаружи, да. Снаружи Снаружи этого этого пузыря, вот пузыря, да. оно не трогает, но какой-то глаз там, то есть как будто за ним слежение, наблюдение идет. И он А, такой искусственный, он как бы, знаешь, как ага. искусственный такой глаз. Хорошо. Чей-то глаз, кому принадлежит, выходит ответственные. Кораблю идет вверх на корабль. Корабль. Что за корабль? Чей-то корабль. Гуманоидный. Гуманоидный. Глаз. Слежение за ним. Как этот глаз влияет на Захара, на его физическое тело? Они просто отслеживают, чтобы, не дай бог, он там светом своим не светился. То есть, Угу. чтобы вот его загнобить, вот так вот закрыть Ага. его полностью. И чтобы вот Ага. так вот он был. Вот это их задача. Ага. А как его свет может, почему он не блокирует его свет, какое значение его свет имеет для планеты Земля? Огромное. То есть тогда свет вообще войдет в землю быстрее гораздо, и вся она засветится. Они Угу. его очень сильно поэтому закрывают. Ты, Наташ, помнишь, да, информацию Да, эту? да. Угу. Угу. Все правильно, Ларис, ты это уже подтвердил. Маяк. Это он как маяк на Земле, получается. Светлячок большой такой. Да, да, да. Это уже было в предыдущих сеансах. Хорошо. Значит, тогда этот глаз вместе с с их хозяевами, к кому он принадлежит, мы помещаем в инкубационную сферу.
кораблем прямо брать? Да, вместе с кораблем туда уходит нахрен. Вместе с кораблем. Делаем сферу еще больше, расширяем ее. Их сюда никто не звал, никто их не просил этот глаз помещать. Всё в сфере уже. Что, смотрим дальше? Да, сейчас я вижу вот прямо, ну, можно сказать, что над его макушкой такая, как шляпа, но она не совсем шляпа. Это, знаешь, она напоминает вот этот корабль, вот такой вот, как тарелку. Мгм. И она такая темноватая, ну, как черноватая такая, и она как бы hovering, как бы вот так вот. Летает как бы над ним, да? Летает как бы так, она Ну как да, бы, ну как бы висит над ним и так движется она так. висит, Мгм. да. Мгм. Так, а как она влияет на него, на его физическое тело? Спутывает мысли. Спутывает мысли? Потом тоже она какие-то включает там, как программы. Что-то в голове у него включается, в мозгах там. Мгм. Проявляется ответственная за эту Вот я шляпу. сразу увидела, знаешь, как switchboard такой. Панель какая-то, вот управление. Панель управления. Проявляется ответственная за эту шляпу, за эту панель управления. Раз, два, три. Тоже на корабль идет. В более Корабль. удаленный, да. А какой-то сигарообразный корабль. Оттуда идет управление. Мгм. А кто такие? Что за цивилизация? Не знаю, но какие-то черные, тела у них черные. Серые гуманоиды, грей гуманоиды, спруты. Трудно Нет, они как человекообразные, но они черные. Ага. А снимаются все маски, голограммы, иллюзии, наложение, зеркальность, прозрачность, зашифрованность, закодированность этой цивилизации фантомов. Они пресепетованы в истинно оригинальном виде с информацией их ДНК и информационного кода. И известная нам, неизвестная цивилизация? М. Вообще неизвестная, да? Ну хорошо, давай тогда скажи, чтобы они снимали все это оборудование, все эти подключки. Сейчас будем проверять. А Наташа, как у него речь поставлена? У него нормальная речь? Да. Я просто думаю, что с ними делать сейчас. Так мы еще не пока... А, что с ними делать? В сферу помести их. Ну, придется с кораблем, большой корабль там. Или, а что ты хочешь, предлагаешь их отпустить? Они же преступники. И я и говорю, что просто сферу такую сделать, чтобы весь корабль туда поместился. Да, значит, туда, давай сферу. Я расширяю сферу до огромного значения, чтобы туда корабль полностью зашел. Раз, два, три. Хорошо. Они преступники, они нарушили закон мироздания. Какой нафиг отпускать? Куда их отпускать? Не, ну я не за то, чтобы отпускать, просто я думала, как это... Ладно, все уже в сфере там, все. Это черные такие, темные, черные вижу. Такого примерно размера, как, знаешь, грецкий орех, они как-то витают Мгм. около головы, и я их посылаю тоже в сферу эту, где все интерференты. Мгм. Летают. Это что летает? Какие-то такие шары летают Как или да, ну, они как жучки? шарики маленькие. Ага, выходит ответственны за эти шарики. Раз, два, три. Гуманоиды. Гуманоиды вышли. Как эти шарики влияют на физическое тело Захара? Но они как-то спутывают его вот вообще ум, что он даже не может как-то мыслить нормально. Угу. Он становится как сам не свой, то есть не может даже ментально функционировать. Хорошо, Ларис, помести их в высокоэволюционную сферу. Эти гуманоиды вместе с этими шариками. А сейчас эти шарики начинают крутиться над гуманоидами и избивают им мышление, избивает им полностью, чтобы они не могли сконцентрироваться. Сейчас эти шарики влияют на этих гуманоидов. Меняется теперь полностью, Да, то переходит есть они Захара на все, гуманоидов. абсолютно все эти шарики из
Значит, тонкой копии Захара отделяются и Угу. направляются к гуманоидам. Да. И ставим код на эти шарики, и только код мы имеем доступ. И код меняется каждый час по земному времени. Раз, два, три. Новое правило для этих шариков. Как там гуманоиды себя чувствуют? Ну, не очень. Так же, как вот Захар себя чувствовал вообще Ага. смазанная, вот какое-то такая Ну идет. вот теперь шарики будут работать для этих гуманоидов. У них шарики за ролики от этого заходят. Да. У него теперь появилось, он так вот сидит, тонкая копия, вот так вот, знаешь, сидит так вот руки. И такое более уверенное какое-то у него И такое он состояние. теперь уже становится как... Теперь он понимает, что он здесь главный. Он босс. Это его биополе. Они находятся в его биополе. И сейчас меняются правила. Раньше был он узник у них, а теперь они становятся его узниками. У Теперь него он даже босс. такая легкая улыбка на лице. Теперь он понял, да? Все. Ну, наконец-то. До него доходит. Ну, смотрим дальше, Лариса, да? На нем черный плащ проявился такой. И, знаешь, как резиновые сапоги черные. Так, как они влияют... Подарочки. Это подарочки от гуманоидов тоже. По-моему, Ага. от этих же самых вот этих товарищей. А как влияет на него этот плащ и эти сапожки? Закрывают его. Закрывают. Хорошо. Проявляется ответственность за эти сапожки и за этот плащ. Это те же гуманоиды, та же толпа. Ага. А сейчас мы отсоединяем этот плащ, эти сапожки и одеваем на этих гуманоидов. И теперь этот плащ, эти сапожки начинают влиять на этих гуманоидов. Да, на одного из них как бы это все слетело, да, Угу. оделось, и он стал как shrinking. Как выжатый. Да, он стал уменьшаться в размере, Уменьшаться в ага. размере. Ага. И ставим код на этот плащ и эти сапожки, что он не может снять никогда. Она будет всегда на нем это висеть, сидеть это будет. И код будет изменяться каждый час по земному времени, и только мы его знаем. Раз, два, три. Новое правило вступило в силу для этих сапожек, для этого плаща.